Проклятие леса. В безлюдном уголке России, в густом и темном лесу находилось небольшое озеро. Это озеро было известно как «Озеро Дьявола», и среди жителей деревни ходили слухи, что разбивать лагерь там опасно. Однако среди молодежи эти истории считались просто легендами. Однажды летней ночью 4 юных друзей Сергей, Николай, Анна и Катя решили отправиться в поход на чертово озеро, чтобы уйти от города и отправиться в приключения. Сергей, самый смелый среди них, убедил своих друзей, сказав: «Эти легенды придуманы, чтобы пугать. Ничего реального нет». Когда они достигли берега озера, солнце уже собиралось зайти. Они быстро разбили лагерь и разожгли костер. Они сели вокруг костра и начали рассказывать истории. «Знаете, я слышал историю о человеке, который много лет назад пропал в этом озере. Говорят, его дух до сих пор бродит здесь», — сказал Николай. Анна и Катя засмеялись и сказали: «Это просто история, Николай, ты правда думаешь, что мы будем бояться?» Они сказали. Однако, когда погода стала темнее, а тишина леса стала глубже, они начали чувствовать легкое беспокойство внутри себя. С наступлением ночи они начали слышать странные звуки вокруг лагеря. Шорох листьев, завывание ветра и пение воды. Но все это звучало гораздо тревожнее, чем звуки природы. «Может быть, это просто звуки ветра и животных», — пытался успокоить друзей Сергей. В это время Катя рассказала, что вдруг увидела у кромки воды фигуру. Когда Сергей направил фонарик на кромку воды, он ничего не увидел. Однако даже этот краткий момент заставил группу напрячься. «Может быть, мы слишком много используем воображение», — попытался уйти от этой темы Сергей. Когда было уже за полночь, они сидели вокруг костра, когда внезапно услышали крик, доносившийся из озера. На этот раз они все вместе испугались. «Это был очень реалистичный звук», — сказал Николай. «Может быть, кто-то просит о помощи», — сказал Сергей и пошел к кромке воды. Когда Сергей достиг кромки воды, он увидел над озером легкий слой тумана. Когда туман сгустился, из воды вышла темная фигура и двинулась к Сергею. Фигура трансформировалась на глазах Сергея, превратившись в высокого бледнолицего мужчину. Глаза мужчины были пустые и тусклые, а капли воды с губ бесшумно стекали в сторону Сергея. Его друзья видели, как фонарик Сергея мигнул и внезапно упал на землю. Сергей застыл на месте. Пока Анна и Катя бежали к Сергею, Николай остался позади и пытался понять, что происходит. Когда они добрались до Сергея, то заметили, что его глаза совершенно белые и что он неподвижен. Внезапно из воды вышла та же фигура и направилась к Николаю. Николай ужаснулся этому страшному зрелищу и отступил. «Моя душа не может найти покоя. Ты тоже останешься здесь», — сказала фигура тихим шепотом. Анна и Катя попытались схватить Сергея и убежать, но фигура приближалась к ним, затрудняя воздух. Им пришлось покинуть своих друзей и спастись бегством вглубь леса. Однако недра леса были настолько сложны, что найти выход из них было невозможно. Утром жители деревни вошли в лес и нашли лагерь. Но там были только пустые палатки, разбросанные вещи и брошенный костер. От Сергея, Николая, Анны и Кати не осталось и следа. С этого дня история о молодых людях, затерянных в чертовом озере, продолжала рассказываться среди горожан как страшная легенда. Никто больше никогда не приближался ночью к этому проклятому озеру.